История Османской империи. Часть 4. Крым. Начинается эта история в 1481 году. Великий Мехмед Завоеватель оставил после себя двух сыновей – Джема и Баязида. Первый был Санджакбеем Коньи, а второй – Амасьи. Согласно османским традициям, Шахзаде, первым прибывший в столицу после гибели отца, становится новым султаном. И посему наследники на перегонки мчались в Стамбул, чтобы успеть занять трон. И Конья, и Амасья равно удалены от столицы, поэтому решающим фактором стало время. Кроме того, после захвата Константинополя османы по праву завоевания считали себя преемниками Византии, носили титулы Цезарь Рима и Базилевс. Турки претендовали на все римские земли, а также переняли их законы, согласно которым наследник должен быть багрянародным, то есть рожденным после воцарения отца. Поскольку Баязид родился в перерыве между правлениями Мехмеда, то Шахзаде Джем считал, что трон должен принадлежать ему. На стороне принца Джема выступил великий визирь Караманлы Мехмед Паша. Он отправил Джему послание, призывая его в столицу. Однако Баязида поддержала армия. Янычары убили великого визиря, а письмо к Джему было перехвачено Санджакбеем Хамида, Хиросехзаде Ахмедом Пашой. В результате Баязид первым добрался до столицы и стал 8-м султаном Османской империи. Шахзаде Джем спустя неделю прибыл в Бурсу, где он узнал, что его брат занял престол. Выхода, собственно, у него уже не оставалось, ведь согласно закону Фатиха, новый султан должен убить у всех своих братьев. Джем со своим отрядом захватил Бурсу и провозгласил себя султаном в Анатолии. Джема поддержал Касым Бей, наследный принц Карамана, который планировал воссоздать свой Беллик. Началась междоусобная война. Джем-султан предложил брату разделить империю поровну. Баязид, разумеется, отказался. В ответ он попытался откупиться от Джема. Безуспешно. Чтобы победить брата, Баязид отправил гонца к знаменитому османскому полководцу, завоевателю Крыма, Гедик Ахмеду Паше, который тогда находился в захваченном османами итальянском городе Отранто. Ему было поручено разгромить армию Джема. Полководцу пришлось оставить землю в Италии и отплыть в Бурсу. В битве при Ени-Шихире Джем-султан был разгромлен и бежал в Конью, а после отправился в земли мамлюков искать поддержки. В Египте Джем совершил хадж в священные мусульманские города Мекку и Медину. Он стал первым из династии османов, совершившим сие паломничество. После него лишь последний османский султан Мехмед VI сделал это, но уже после падения империи. Не потому, что султаны были неправедными мусульманами, а потому, что не положено, за государством следить надобно. Собрав армию в Египте, Джем вернулся на родину, где его поддержали местные беи. Совместно с Касым Беем он осадил Конью, а на захват Анкары он отправил Мехмед Бея. Баязид лично возглавил армию и разбил осаждавший Анкару отряд. Узнав о приближении брата, Джем отступил. С помощью госпитальеров он надеялся переправиться в Румелию и продолжить борьбу. Однако крестоносцы, подкупленные Баязидом, предали Джема и обманом пленили. Принц Джем тогда и не знал, что проведет 12 лет в плену на чужбине, будет в конце концов отравлен и умрет молодым. Он рассчитывал на поддержку Запада, однако стал пешкой в их игре. Пока Джем-султан находился в плену, существовал серьезный риск нового крестового похода и разжигания гражданской войны в Османской империи. Касым Бей из Карамана снова стал турецким вассалом, а на северных рубежах Крымское ханство, верный турецкий вассал, вело борьбу против Золотой Орды, вернее того осколка, что остался после ее распада. Историки называют его Большой Ордой. После поражения ордынцев в стоянии на реке Угре разразилась междоусобица. Хан Ахмат, убитый сибирскими татарами вскоре после той злополучной битвы, оставил после себя 3 сыновей, каждый из которых планировал стать новым ханом. Менглигерей решил этим воспользоваться. Однако ордынцы по-прежнему оставались грозным противником. Посему крымский хан для борьбы с Ордой заключил военный союз с русским государством. Этот союз был заодно направлен против Польши и Литвы. Тот факт, что турецкий вассал проводил столь независимую политику, говорит о том, что Османская империя и Крымское ханство представляли собой конфедерацию, наподобие союзного государства России и Беларуси.
Находясь под крылом Османской империи и имея союз с Москвой, крымчане стали активнее совершать набеги на соседей. Они безнаказанно заходили на земли Литвы и Польши и нещадно грабили их. В 1482 году хан Менглигерей захватил Киев и сжег его дотла. Охват территорий, на которых орудовали татары, ошеломляет. Первым деянием Баязида на престоле стала аннексия вассальной Герцеговины, где правил брат Ахмеда Паши, Владислав Херцегович. Ахмед, славянский юноша, прошедший через систему Дюширми, выполнил приказ без колебаний. Герцеговина отныне стала частью Турции. Чтобы обезопасить свои северные рубежи, Баязид заключил с Венгрией договор о ненападении, что позволило ему сосредоточиться на грядущих войнах. Имея мир с венграми, османы без оглядки совместно с Крымским ханством вторгаются в Молдову, которая вот уже несколько лет перестала платить дань, и захватывают крепости Аккерман и Килия. Крымским ханом по пути в Молдову также был захвачен ряд литовских крепостей. Таким образом, установилось прямое сухопутное сообщение Турции с Крымом. В 1485 году Хадым Али Паша осадил столицу Молдовы – Сучаву, чем вынудил Стефана Великого бежать в Польшу, где тот, взамен на военную помощь, стал вассалом поляков. Началась очередная польско-турецкая война. Стефан, получив подкрепление в Польше, вернулся в Молдову и в битве при Котлабуге разбил турецкие войска, однако вернуть потерянные крепости не сумел. В этом же году бей Дулкадира Аллауд-Девле Баскурт, тесть Баязида, восстал против своего сюзерена, мамлюкского султана Кайтбея, и осадил Малатью. Волей-неволей султану пришлось ему помогать и заодно расширить свои владения в Киликии. Турецкая армия, посланная Баскурту, разгромила египетский отряд, шедший в Малатью. Началась первая османо-мамлюкская война. По сути, Османская империя вела войну на два фронта с серьезными соперниками. В этом же году Санджак-бей Карамана Карагёз Мехмед Паша вторгается в Рамазан. Им были захвачены Тарс и Адана. Удержать эти земли было непросто. В тылу у османов орудовали тюркские племена Тургулду и Варсак, а из Египта уже вышла мамлюкская армия. Баязид послал на подмогу Ахмеда Пашу. Тем не менее, мамлюкам удалось разбить османов в битве при Адане. Мехмед Паша бежал, за что, впрочем, его позже казнили. А вот Ахмед Паша попал в египетский плен и пробыл в нем целый год. Мамлюки вернули всю Киликию под свой контроль. Продолжать войну с Египтом, пока в тылу находились непокорные племена Кармана, было затруднительно. Посему великий визирь Дауд Паша ликвидировал вассальный карманский бейлик, а большую часть его населения депортировал в Румелию. Тем временем на севере продолжалась война с Польшей. Крымчане выдвинулись в поход на Галицию, но были разбиты польским принцем Яном Ольбрахтом в битве при Капострине. Пока на севере было затишье, турки атаковали Египет. В 1488 году началось мощное наступление и на суше, и на море. Флот возглавил недавно сбежавший из плена Ахмед Паша, а Хадым Али Паша повел в бой армию. Первоначально им сопутствовал успех. Али Паша вновь захватил Киликийскую равнину и приготовился к обороне, ожидая армию мамлюков, возглавляемую Узбек-беем. А османский флот тем временем подошел к Венецианскому Кипру и запросил право на базирование флота, в чем ему отказали. Ахмеду Паше пришлось причалить в заливе Искандарон, чтобы преградить мамлюкам путь в Киликию. На их беду неожиданно разразился мощный шторм, который развеял турецкий флот. Узбек-бей свободно прошел к Адане и разбил армию Хадыма Али Паши. Крымский поход 1490 года также был безуспешным. Разграбил Волынь, крымчане на обратном пути попали в засаду польско-литовской армии Семена Гольшанского и в битве под Заславом были наголову разбиты. Воспользовавшись разгромом крымчан, с востока в земли Крымского ханства вторгается хан Большой Орды Сейд Ахмед. Он разорил Северное Причерноморье и осадил Перекоп. Положение Менглигерея было критическим. Он обратился за помощью к османскому султану, то есть своему сюзерену, и московскому князю, своему союзнику. Баязид прислал в Крым янычар, а Иван III направил в Орду своего вассала, касимовского князя Салтыгана. В итоге Сейд Ахмед отступил. Пока османы и мамлюки воевали друг с другом, далеко на западе погибал Гранадский эмират, последний оплот ислама в Иберии. Гранадский эмир Буабдиль запросил у османов военную помощь против Кастилии.
Только вот османы, погрязшие в войне на два фронта с Египтом и Польшей, не смогли оказать ему должной поддержки. Гранада была уничтожена. Все, что осталось Баязиду, это отправить свой флот для эвакуации мусульман и евреев из Испании, которые, согласно Альгамбрскому эдикту, изгонялись. Многие из них поселились в Турции, способствуя ее развитию. В 1491 году мамлюки перешли в наступление и вторглись в земли османов, осадив Кайсери. Но испугавшись армии Ахмеда Паши, ретировались. На этом османо-мамлюкская война закончилась. И хотя османы не завоевали ровным счетом ничего, мамлюкский султанат был сильно ослаблен, его экономика была разрушена. А на севере продолжалась война с Польшей. Крымчане в 1494 году разорили Подолью и Волынь. А спустя 3 года боевые действия разгорелись с новой силой. Ян Ольбрахт, недавно ставший польским королем, собрал армию и выдвинулся в Молдову. Он пообещал Стефану помощь, но вместо похода против турок атаковал столицу Молдовы Сучаву. Тем самым Молдова перестала быть польским вассалом, а Стефану пришлось искать покровительство османов. Крымчане и турки выручили его, и польский король, не успев взять Сучаву, отступил. На обратном пути его нагнала объединенная тюрко-молдавская армия, и в битве у Казьминского леса поляки были разгромлены. На следующий год турки совместно с молдаванами опустошили польскую Галицию, уведя в плен более 100 тысяч пленников. На этом активные боевые действия закончились. Османы удержали за собой Северное Причерноморье, а Стефан Великий, сохранив свою независимость, вернулся в сферу влияния османов. Завершив войны с мамлюками и Польшей, Баязид стал готовиться к новой кампании. Риск нового крестового похода заметно снизился в связи с гибелью Джем-Султана. Целью турецкой экспансии стала Венеция. Баязида интересовали венецианские форпосты на Адриатике. В 1499 году Баязид захватил венецианский город Лепанто, а османский флот, руководимый Кемаль-Рейсом, в битве при Зонкию, известной как Первая битва при Лепанто, разгромил флот Венеции. В этом же году Михалаглу Искандер Паша из Боснии атаковал венецианское Африули. Им был захвачен и разорен город Удины. В Европе дюжи испугались столь наглой вылазки. В Священной Римской империи даже был введен специальный налог, собираемый для борьбы с османами. Он назывался Гемайна Фених. Не смирившись с потерей Лепанто, венецианцы контратаковали. Им удалось вернуть сию крепость. Но подоспевшие османские силы вновь захватили город. А в 1500 году Кемаль-Рейс в битве при Модене, известный также как Вторая битва при Лепанто, повторно разбил венецианский флот. А на востоке, в этом же году, правитель грузинского княжества Самсхе Саатабаго Мзе Чабуки принял османский сюзеренитет. С помощью османов ему удалось подчинить Лазистан и Аджарию. Война с Венецией шла с переменным успехом. Туркам удалось захватить крепости Мадони и Корони на юге Пелопоннеса, а венецианцы заняли османские острова Кефалиния и Левказ. Год спустя османам удалось вернуть Левказ и захватить Дураца в Албании. В этом же году в войну вступила Франция, союзник Венеции. Французский флот вошел в Эгейское море и осадил Лесбос, но испугавшись подоспевшего флота Кемаль-Рейса, французы бежали. На обратном пути сильный шторм развеял их флот. В 1502 году венецианцы высадили десант в Анатолии и разорили округу. Однако это не исправило их положение, и они пошли на мир, по которому стороны оставили за собой удерживаемые территории. Больших успехов Крымско-турецкий альянс достиг в Северном Причерноморье. Османы утвердились близ устья Днепра. Здесь была построена крепость Озюкале, ныне город Очаков. А крымский хан Менглигерей, воспользовавшись междоусобицей в Большой Орде, вторгся в ее владение. Он разбил войска последнего ордынского хана, шейха Ахмеда, в битве на реке Сула, после чего стер с лица земли столицу Орды, город Сарай. Территория Крыма расширилась до Волги. Остальные ордынские земли растащили соседи. Уничтожив Орду, Менглигерей провозгласил себя ханом Великого Улуса, тем самым претендуя на все наследство Золотой Орды, а также на дань с Литвы и Руси. Кроме того, с падением Большой Орды союз Крыма и Москвы стал более неактуален, и бывшие союзники превратились в извечных соперников. А тем временем на востоке появился новый претендент на гегемонию в исламском мире. В Азербайджане зародилось тюркское государство сефевидов, которые стали злейшими врагами Османской империи. Сефевиды исповедовали ислам шиитского толка и проводили весьма агрессивную политику.
В кратчайшие сроки им покорилась вся Персия. В 1507 году шах Исмаил вторгается в мамлюкский Дулкадир и разоряет его земли. Ни мамлюки, ни Баязид не помогли Башкурту. Лишь один Шахзаде Селим пришел на помощь. Со своим отрядом он зашел в сефевидский Азербайджан и пленил несколько родственников Исмаила. Лишь после этого Баязид засуетился и вынудил Исмаила покинуть Дулкадир. А в 1509 году случилась катастрофа. Сильнейшее землетрясение разрушило Константинополь. Погибло до 10 тысяч человек. Были разрушены тысячи зданий. Сильно пострадал дворец Топкапы. К 1511 году у Баязида осталось в живых 4 сыновей, которые находились в своих санджаках. Ахмед был в Амасии, Каркуд в Анталии, Селим в Трабзоне, а Шахиншах в Конии. Увы, трон на 4 не делится. Шахиншах летом 1511 года трагически погиб, вероятно, был убит отцом. Каркуд не имел детей и добровольно отказался от трона, однако это не спасло его от смерти по закону Фатиха. А вот Ахмед и Селим продолжили борьбу. Во время их противостояния в Анатолии разгорелось Кызылбашское восстание Шах-Кулу. Начавшийся в Анталии небольшой мятеж быстро перерос в массовые беспорядки и охватил всю Малую Азию. Лидер восстания Шах-Кулу Текели под шиитскими и сефевидскими лозунгами боролся против владычества Османской империи. Восставшие разорили Кютахью и осадили Бурсу. На подавление восстания был брошен Хадым Али-Паша, первый евнух, сумевший стать великим визирем. Али-Паше удалось отбросить Кызылбаши от Бурсы и окружить в горах близ Кютахьи, где те заняли круговую оборону. На помощь Али-Паше был послан Шахзаде Ахмед. Однако вместо того, чтобы сражаться с восставшими, Ахмед пытался склонить янычар на свою сторону в борьбе за престол, что, впрочем, ему сделать не удалось. И он со своим отрядом покинул Али-Пашу. Этот поступок настроил янычар против Ахмеда. Восставшие долго оборонялись, но были вынуждены отступить. Шах-Кулу пытался прорваться в Персию, но близ Сиваса его настиг Али-Паша. В битве у реки Гёкчай восставшие были разгромлены. Их лидер Шах-Кулу Текели погиб. Хадым Али-Паша также не пережил битву. Он стал первым великим визирем, павшим в бою. Тем временем Селим проявил инициативу и приехал в столицу. Он требовал у отца санджак в Румелии. И, получив отказ, Селим поднял восстание во Фракии. С небольшим отрядом он направился в столицу, надеясь поднять мятеж, но был разгромлен Баязидом. После чего Селим бежал в Крым, где в санджаке Кефе находился его сын, будущий султан Сулейман Великолепный. В Крыму Селима также поддержал хан Менглигерей. Ахмед, узнав о поражении Селима, объявил себя султаном Анатолии. Он захватил Конью и двинулся в столицу. Однако солдаты, верные Баязиду, преградили ему путь. В сложившихся условиях султан Баязид II, опасаясь за свою жизнь и спокойствие в империи, добровольно отрекся от престола в пользу Селима. Однако Селим, триумфально вернувшийся из Крыма в Константинополь, спустя всего месяц после воцарения убил своего отца, а также всех своих родственников мужского пола, за что был прозван Явузом, что означает «грозный». Ахмед еще год боролся со своим братом, но в конце концов в 1513 году проиграл битву при Ен-Шехире и был казнен. И султан Селим Грозный стал единоличным правителем Османской империи.